Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, преобразование действия. В данной теме я показываю, каким образом любое действие, имеющее какую-либо векторную природу, например, направленное действие, целевое действие, можно преобразовывать в момент действия, то есть создавать такое управление, что если нам нужно изменить в момент действия какую-то ситуацию, то мы можем использовать информацию, вообще говоря, самого действия для того, чтобы ситуацию изменить. То есть пользоваться самим действием, или же можно менять само действие, любое, путем внешнего управления. То есть в данном случае, если мы меняем за счет внешнего управления, мы должны создавать внешнее пространство и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том управлении, что мы в момент действия меняем ситуацию, то фактически речь о том, что мы в каждой точке контроля находимся именно в этот момент. Да? То есть в момент действия вся ситуация перед нами открыта как структура как бы открытого пространства. То есть мы присутствуем и в структуре текущего времени, например, и в структуре действия, в структуре времени как бы следующем за действием. Получается, что в данном контексте управления время оно как бы расширяется. То есть на определенном уровне мы видим время, например, в точке управления, а ниже это уже пространство. И вот переход в время, когда переходит в пространство, это действие осуществляется таким образом, что душа человека находится в таком в интегрированном как бы состоянии и воспринимает весь внешний мир как свою внутреннюю структуру. То есть получается, что душа действующая фактически выделяет какой-то фрагмент мира и преобразовывает, например, свое личное действие во всеобщую картину. Например, как Бог создал мир и воспринял его. Он же в действии воспринял потом уже существующий мир. Значит, аналогично у души человека есть такое свойство, что душа как бы раскрывает структуру внешнего мира и получает, как бы готовую картину, готовое пространство, да, фактически пространство, которое находится и в душе человека, например, и во внешней, как бы, да, физической реальности. Например, при лечении заболеваний, если мы рассматриваем такой подход в управлении, то получается, что любое наше действие, то есть любая система нашего восприятия работает на то, что человек, например, излечивается. И фактически, если мы начинаем преобразовывать действие в целевое уже, то есть, например, излечение, да, то мы приходим к уже существующему аспекту, то, что было сделано в момент, например, восприятия действия, в момент развития этой ситуации, которая называется, например, действием. То есть здесь главное ощутить, увидеть, что вообще из себя представляет само действие как таковое, и каким образом мы можем преобразовывать это действие в структуру управления. То получается, что если мы рассматриваем, например, действие, это есть то, что мы воспринимаем, вообще говоря, действуем или просто фиксируем где-то внимание, то вот переход в структуру управления, то есть обратный уровень, из точки управления получить действие, да, то есть как бы просмотреть, что из себя представляет механизм действия, если мы находимся вне действия. Как бы. В данном случае надо уметь в первую очередь преобразовывать действие, когда мы находимся в самом действии. Если мы рассмотрим внешний мир, то получается, что в определенный момент времени человек в любом случае каким-то образом как бы делает управление, находясь в структуре коллективного действия. Да? То есть он может себя разделять, например, с системой реальности, а может воспринимать в структуре некого, например, уровня всеобщего действия. И вот когда мы поднимаемся на уровень всеобщего действия, то видно, что каждая частная задача для Бога, она является индивидуальной задачей как человека, как, например, множество людей, так и то, что люди должны в будущем познать, что Бог ставит перед каждым из них и перед, например, перед группой людей. Получается, преобразование действия, например, в групповой, как бы смысловой, что ли, элемент действия. Например, нужно решить какую-то задачу сложную, которую решает только группа людей. Если это
ну, просто сравнить с тем, что есть некий там чертеж, и надо его сделать более комплексным, то получается, что вот преобразование, само вот как бы передача, что ли, информации на группу лиц и одновременно на какое-то конкретное частное лицо у Бога происходит в виде мышления такого типа, что это мышление как бы похоже на то, что у человека означает зрение, физическое зрение. И вот когда мы начинаем рассматривать этот процесс со стороны внешнего контроля, например, управления, то можно увидеть технологию, например, там, излечения каких-либо заболеваний, связанных с проблемой зрения. То есть, когда мы видим, что у Бога соответствует, например, на уровне физической реализации человека, а у Бога соответствие многоуровневое, потому что Он одновременно делает и действия, и как бы создает реальность. Получается, что, исходя из этого, мы можем видеть, что действие, там, отнесенное куда-то в бесконечность, или там, отнесенное вообще в другую сторону, выставленное от уровня цели, означает, что цель уже реализована, и действия больше не нужно. То есть первичный уровень действия и другое место расположения говорит о том, что цель реализована. То есть конструкция управления такая же, как делает Бог. Если Он создает движение, например, управление, ну, как бы от себя в какую-то точку, то получается, что Он имеет реализованную цель. То есть для Бога главное создать движение первичного импульса управления. Если мы хотим действие преобразовать, например, в какое-либо целевое, уже дальше, да, то есть дальше, например, зафиксировать цель действия. Потому что вот само действие, это, собственно говоря, как субстанция некая, она может не иметь, это субстанция некой фиксированной цели. То есть мы работаем на действие, как на источнике энергии фактически. И если мы умеем действие преобразовывать в структуру цели, то получается, что мы организовываем энергию собственного восприятия. Любой элемент восприятия – это уже какое-то действие. Если это уметь преобразовывать, то мы получаем как бы, ну, фактически вечный источник энергии, потому что мы что-то воспринимаем. И исходя из этого, как только мы какое-то действие делаем, предположим, универсальным, то мы видим, что универсальность действия – это всегда информация человека. Вот обратите внимание, если вы взять, например, всю информацию реальности и поставить вопрос универсальности, что есть универсальное действие, то в первую очередь вы попадаете в структуру действия человека, вообще форму человека. И когда вы воспринимаете форму человека действующего, это уже вся внешняя и внутренняя реальность, то есть это весь мир. Причем можно увидеть структуру своего мира. А любой другой человек может осознать структуру, так скажем, созидательного плана управления. Да? Созидательные знания, они просто передаются. То есть фактически можно сказать так, что если что-то полезное делает один человек, то в принципе другой человек, он, в общем, достаточно просто может это освоить, потому что в его системе восприятия это уже есть. Как система вашего восприятия, то есть вашего действия. Универсальность действия такова, что восприятие человека означает ваше действие. В созидательном аспекте управления, естественно. Потому что если речь идет о неких там деструктивных системах, то разрушается система восприятия объекта. Если разрушается один вариант, ну или какой-то вариант информации, то другой человек не может воспринять комплексную структуру. Значит, с точки зрения этой аналитики, любая деструктивная система имеет только конечный уровень действия или там возможного развития. Значит, получается, что для именно созидательного уровня управления, ну, например, там, в лечении заболеваний, нужно сделать так, чтобы выявленные действия имели какую-то пролонгацию в будущем. То есть, ну, например, там, период здоровья или там, воспринятый элемент лечения, нужно рассмотреть, чтобы было действие где-то, ну, например, там, в бесконечной величине. То есть можно выделить бесконечную величину, если устойчивость действия в бесконечной величине сохраняется, то есть, вот, например, просто свет действия виден в бесконечности, то вы, значит, точно добиваетесь лечения заболеваний.
если, например, вам нужно это сделать обязательно в короткое время, вы должны уметь превратить в действие время. То есть вам нужно зафиксировать время, тогда получается, что вы фактически двигаете управление, например, от себя с какой-то точки, приводите управление в какую-то точку следующую, и получается, что вы таким образом фиксируете некое действие по достижению цели, а вот именно движение от одного уровня к другому, это тоже действие, которое создали вы. И тогда получается, что вы начинаете видеть вообще, как вы создаете действие. То есть небольшая аналитика, разный принцип, например, реакции или анализа действия приводит к тому, что вы начинаете видеть свое собственное действие и видеть, откуда оно производится. Да? То есть, например, вам нужно восстановить структуру управления таким образом, что вы, скажем так, должны находиться в привычной фазе управления. То есть ваше действие должно быть знакомо вам из предыстории, да, ваших предшествующих действий. То есть обычное привычное состояние управления. Тогда получается, что вы можете, например, рассмотреть все системы, бесконечные системы действий, которые могут приводить к другому уровню управления, и сделать так, чтобы ваша система была такой, что вы, вспомнив предшествующее состояние управления, их просто увеличили. То есть всего лишь навсего взяли один элемент воспоминания, например, и этот элемент увеличили многократно в будущее. Тогда получается, что вы свое действие по нормированному уровню управления вывели вперед и получили норму в текущем состоянии. То есть норма вашего управления такова, что из-за того, что вы вспомнили норму более раннего уровня, из-за того, что вы отсекли, то есть не приняли информацию, относящуюся к бесконечному варианту других возможных систем управления, внешних по отношению к вам, предположим, вы сделали норму управления. То есть вы цель даже не выявляли текущую. Вот цель, которая существует сама по себе. Да? У любого человека есть ряд целей, которые, скажем, не нужно проговаривать в момент управления. И так понятно, что нужно делать. И так понятно, какие задачи стоят. И вот когда вы, например, не проговариваете цель, то выявление цели перетекает уже в действие пространства вокруг цели. То есть цель где-то в одном месте, вы ее не рассматриваете, она и так, в общем-то, понятна, ее не надо выявлять. Например, цели макроспасения. А вот действие пространства вокруг цели – это очень такая строго, достаточно точная система взаимосвязи и взаимореакции. То есть действие каждого соседнего элемента в этом пространстве совершенно точно соответствует некой достаточно точной гармонии мира, развития мира фактически. И получается, что когда мы начинаем саму цель выявлять в действии, то цель, чтобы она не вышла за границы действия, нужно дополнительно контролировать в структуре действий, то есть выявлять действие как некую величину, которую можно, например, воспринять самим действием. Вот здесь такой достаточно, может быть, необычный элемент, что действие воспринимается неким вашим действием. Тогда получается, что вы должны ваше действие увидеть как внешнюю систему, да? С точки зрения универсальности, как делает Бог, у него каждый элемент универсален, восприятие для Бога тоже. И получается, что если мы, например, начинаем делать управление таким образом, что познаем через некое универсальное действие, то эта система познания такова, что вы начинаете видеть ситуацию в целом и выявлять некую систему, привязки к ситуации, что для вас сейчас основное действие, да, например. То есть какое действие основное. Вот тогда попадает в структуру собственной личности. То есть для вас основное действие – это структура вашей собственной личности. В принципе, для Бога тоже основным действием является, например, личность человека или его самого. И получается, что, исходя из этого, мы начинаем уже во внутренней структуре личности выводить управление
фактически из себя, которое нам не нужно, например, да, как бы существует контрдействие. Может быть, это, кстати, может быть, не обязательно, что оно какое-то очень уж отрицательное, может быть, вообще не отрицательное. Но существует то действие, которое вам не нужно. Направлено, например, в вашу сторону. Вы можете распознать систему таким образом, что вы начинаете, скажем, сначала как бы информацию, которая вам, например, не нужна, в виде действия выводить, например, за структуры, так скажем, своей информации. И вот элемент преобразования происходит, как только вы четко выводите за структуру именно своей информации. Получается, что действие, которое было направлено на вас или находилось в вашей системе информации, преобразовывается в структуру как бы внешней реальности за границей фактически вашей информации, вашего уровня, который соответствует именно вам, вашего уровня фактически действия, которое вы распознаете именно в структуре динамики действия. То есть мало того, что, скажем, вы действуете, вы еще и распознаете в динамике. Вот эта граница имеется в виду. И когда вы начинаете выводить эту структуру уже как бы дальше, то есть отсматривать, то здесь есть такой нюанс, что, например, с точки зрения системы коллективного сознания существует некий процесс, который, возможно, относится к процессам конечным. То есть действие, есть некое там конечное действие. Вот если вы выводите структуру управления дальше, то есть действие, которое было приближено к вам, вы его выводите, например, да, то выводить здесь нужно очень внимательно на очень большом отдалении. То есть чем вы дальше выводите структуру действия, тем точнее вы должны видеть все, что ближе от этого действия. То есть смысл такой, что любую динамическую величину фактически при большом удалении от себя нужно больше контролировать возле себя. Действительно, чем больше степеней свободы в этой величина действий, тем мы должны точнее знать ее траектории возле, да, как бы нашей системы. Поэтому вывод должен быть, как правило, лучше всего многократный, то есть сначала импульс, который определяет траекторию, потом реакция на импульс, то есть в действии мы можем выработать некое такое модельное, действие, модельную задачу. А затем, когда уже реакция определена, вы понимаете, что произошло, потом только выводите саму структуру. И она не отличается от того, что вы сделали. То есть можно сказать так, что в действии любой предшествующий момент может являться начальным, не основным. У вас всегда есть время добавить действие целевое. В системе действий человек всегда в безопасности, получается, находится. Если вот эту технологию отработать как систему реакции, то получается, введя физическое тело в это пространство управления, вы все время имеете тот фактор, что вам остается только позитивный уровень развития. А все, что на уровне преддействия, можно рассматривать как структура, как бы вариантного действия, где вы сделали предварительное управление, и это только лишь задача, да, которую вы постарались прорешать. Вот умение выйти в структуру мира таким образом, что структуру мира можно изменить, да, например, в структуре собственного желания, приводит к тому, что, естественно, через макроспасение мы всегда действуем, приводит к тому, что мы можем видеть, что, например, элемент действия, который, например, является таким, что содержит цели и так далее, это есть ваше собственное восприятие, то есть ваше тело, которое воспринимает каким-то образом, и тогда элемент действия, он рассматривается как элемент, фактически, по большому счету, такой, что вы видите в этом элементе действия фактически одновременно всю структуру внешнего мира, например, всю структуру действия других людей. И здесь очень точно можно увидеть, каким образом вообще расположено и устроено именно пространство
вот как таковое, пространство информации или там пространство действия. Потому что если, например, ну, исходить из того, что вообще нам нужно делать в управлении, чтобы выявить действие. Вот, например, там простой вопрос, где можно просмотреть действие Бога как таковое с точки зрения информации. В пространстве просто. Одно дело, можно просто там рассмотреть действие, например, там, физического тела Бога, а можно рассмотреть действие в виде информации. И вот когда мы начинаем рассматривать действие в виде информации, то такое действие логически, получается, присутствует везде. Да? Человек тоже действие Бога, по сути-то. И если мы начинаем всматриваться, где в этом действии существуют элементы каких-то внутренних взаимосвязей, элементы как бы некой информации, которую можно считать предшествующей или там будущей, вообще механизм построения человека в действии, то получается, что все элементы действия, которые означают там, построение человека, все равно находятся на каком-то там определенном стержне, да, на какой-то такой специальной величине, которая означает вообще ту информацию, ну, например, там, все, что связано с человеком, тоже информацию действия. Тогда, если мы, например, эту информацию начинаем рассматривать, то возле этой информации существуют такие достаточно динамические участки действия. Выглядят они как некие такие волновые, что ли, системы с бесконечным аспектом развития. То есть, с одной стороны, бесконечность, с другой стороны, некие волны, которые находятся возле какого-то света. И вот если мы в этот свет начинаем входить, то мы видим собственную душу в совершенно спокойном состоянии и оказываемся, получается, как бы внутри физического тела. То есть мы вышли в структуру управления сознанием, оказались внутри. То есть для Бога любой внешний элемент реальности – это его внутреннее содержание. То есть совпадает, да, уровень такого восприятия. Получается, что мы видим тогда свою внутреннюю фактически сущность, так скажем, внутреннее положение вещей. Что есть вообще, вот, например, там ясновидение, вот, духовное видение? Это умение сопоставить фактически внутреннее состояние с тем, что происходит на физическом уровне. То есть совпадение, да, элемент совпадения. И вот когда мы начинаем видеть ту структуру вообще, где совпадает, что за платформа для совпадения, то вот именно преобразование действия, направленное, например, на просмотр, на совпадение, это есть фактически организация структуры реальности. Вот для Бога у него же нет там какой-то следующей информации или первичной, он все время работает, как так можно выразиться, делает такую работу, что у него следующее действие все время новое. И производит все время новую какую-то реальность с точки зрения, например, Бога. Вот, например, для Бога, чтобы зафиксировать реальность какую-то прошлую, да, это, как правило, большое количество будущей реальности, и только через большое количество будущей реальности можно рассматривать реальность прошлого в человеческом понимании. Потому что большое количество будущей системы развития дает опорную какую-то точку в прошлом. В то время как если там, в будущем рассматривается не какое-то там большое количество событий, то не обязательно иметь опорные точки в прошлом. Из-за просто количества информации, так скажем. Поэтому бесконечное развитие всегда фиксирует бесконечное прошлое. И учитывая, что в бесконечном прошлом есть, все-таки тоже тогда получается все системы событий, то действие по выявлению однотипных систем, то есть вот взять в прошлом какой-то элемент, который соответствует, предположим, там, бесконечному миру будущего, и этот элемент, например, там, в управлении изъять и перенести механическим каким-то действием там, в любую структуру будущего. Тогда мы получим, что опорная точка, которая как бы считается в этом случае, создает бесконечное количество, например, будущих процессов, попадает в будущее, то есть опорной точки нет, да, в прошлом. А когда мы опорную точку прошлого изымаем, мы приходим опять к себе. Мы же это сделали.
получается, опорной точкой является человек. Ну, так же делает Бог, Он, чтобы сделать весь мир сразу, например, Он просто-навсего опорную точку, которая в прошлом перебросил бесконечно будущее, и весь мир существует, потому что Он это видит и знает. Да? И исходя из этой конструкции управления, понятно тогда, что вообще по логике вообще никакое заболевание, во-первых, не отличается от информации, восприятия просто. То есть достаточно уметь заблокировать, как бы не допустить структуру даже там мышления, что ли, там какой-то реакции на то, что существует некая проблема, проблема не происходит. Потому что в этом случае главное, конечно, технологически это сделать, не просто там не думать об этом, о чем-то, там, а делать так, что не происходит негативных систем в развитии. Это уже технология. Можно нам не думать, но это как бы такая политика, может быть, некая такая политика страуса, да, которая неэффективна. А нужно именно знать, что происходит. Вот. И как раз таки отвод, то есть преобразование действия в норму, первичное действие, то, что вы имеете ряд целей, в том числе там, долгосрочных, которые, может быть, вы сейчас даже не знаете. Там явно, по крайней мере, там, ну, через 10, 20, 30 лет какие цели в текущем времени. И умение все-таки перевести вот этот уровень управления в структуру внешнего мира. То есть преобразование происходит именно от макроцели. Когда вы начинаете контролировать свои события, вы начинаете видеть, что ваши будущие цели влияют сейчас на реальность. И получается, что само преобразование вот в текущее время, оно таково, что нужно все-таки знать, что там впереди. И поэтому, если там говорить о макроспасении, цель всегда понятна, что там все должны жить вечно и так далее. Достаточно простая там система, которая всегда опознается. Тогда получается, если мы имеем хотя бы одну там фактически идеологическую цель, то преобразование системы управления, например, в систему каких-то реальных событий, это очень, в общем-то, устойчивая получается величина. И вот система преобразования, она такова, что любые универсальные вещи, там, которые происходят в событиях, а универсальные вещи в событиях, конечно, есть у человека, там всегда есть одно и то же небо, да, один и тот же кислород и так далее, то получается, что некий вариант универсальности, он позволяет совершенно устойчиво строить события просто потому, что вы владеете там, или применяете инструмент действия по отношению к будущему. То есть точка прошлого, которая там введена в будущее, она такова, что вы можете там, на информацию там, воздуха, например, поставить все будущие события. Всегда можно там, как бы найти какой-то элемент в воспоминаниях, что есть там небо, облака там, и так далее, там какое-то дерево, земля. Просто какое-то событие. Если вы начинаете строить возле этого более как бы статичного момента, да, действия, то получается, что вы строите события таким образом, что элементы, как бы взятые, да, из прошлого, являются фиксаторами вашего действия, которые вы можете, например, сделать сейчас. Значит, получается, что с точки зрения Бога, ему, например, если нужно там построить события будущего, ему достаточно взять какие-то как бы элементы из прошлого, поставить вперед, и все остальное организуется как бы само по себе, да, в его действии, там, макро развития, там, вечности. Но ведь у Бога в том отличие, что прошлый сегмент он же тоже должен себе сделать как-то. Он должен сначала их создать. Тогда вопрос в том, ему вообще есть ли разница, где создавать в будущем этот элемент там воспоминания, да, или там в прошлом. Для Бога же без разницы. Структура будущего — это то, что он сам ввел в управление. Значит, получается, Бог приходит к себе снова, да, вот в действии он приходит к себе. То есть действие — это выявление собственной личности. И для Бога, и для человека. Ну, для Бога и так понятно, это всеобщность, да, действие его личности.
для человека, чтобы аналогично сделать, нужно, чтобы действие, в общем-то, коррелировалось с системой его целей все-таки отдаленных. Вот именно совпадало, как-то вот было часто совершенно соответствующим и так далее. И вот тогда выявление цели человека возникает. То есть действие по выявлению цели. И система преобразования, она такая, что мы можем видеть, что отдаленная цель, то есть сигналы, которые идут из будущего, значит, формирует какие-то вот текущие действия, какие-то текущие элементы там, развития человека. И вот когда мы рассматриваем систему уже там, ближайших, как бы текущих действий, то получается, что мы можем совершенно четко увидеть, что текущие действия, например, у человека, они связаны, ну, понятно, там, что с сигналами, в том числе там, будущих каких-то событий, но они связаны на определенном уровне, в общем-то, с определенным таким параметром, как состояние мира. То есть человек в какой-то момент, кроме того, что он взаимодействует с Богом, он еще рассматривает проявленные системы, там, или какие-то информативные, которые относятся, например, к понятию мира как такового. И вот состояние мира взаимодействует с действием человека. То есть, чтобы понять, почему человек сделал какое-то действие в какой-то точке, нужно в том числе видеть здесь достаточно четко, ну, достаточно, в общем-то, просто, может быть, именно структуру состояния мира. То есть мир должен быть, вообще говоря, совершенно прозрачным в управлении. То есть это должна быть совершенно такая простая величина для просмотра, как бы, вот вашего. И каждый элемент, он должен быть таким, что вы должны видеть события фактически, ну, как бы, совершенно четко, вы должны четко видеть, где граница этого, как бы, элемента мира, на который вы смотрите. И что для вас нет никаких теней, там, никаких там, неизвестных элементов в этом мире. Как только вы приходите, например, к такому управлению, то получается, что вы тогда совершенно четко можете видеть структуру, ну, фактически, так скажем, собственного действия, итогом которого является вот этот элемент мира. То есть собственное действие нужно воспринимать в первую очередь как элемент внешней реальности. И вот когда мы начинаем в этом элементе как бы искать структуру внутренних событий, то есть что тогда, например, там, побуждает человека там, с точки зрения внутренних систем управления сделать это действие, то часто получается, что внутренним уровнем является то, что в будущем уже свершилось. Прогностические возможности человека, да, он, видя, что происходит впереди, уже постфактум принимает решение. И вот когда мы начинаем анализировать, у Бога же, в принципе, должно же быть так же, он знает, что впереди происходит. Тогда, если там вдуматься в аналитику принятия решений Богом, то он, получается, должен принимать решения, ну, в том числе позже того, как уже что-то совершилось. И одновременно до, да, получается. То есть он знает, что впереди, он как следственную систему там должен как бы в управление ввести или там проработать следствие, а все-таки до этого он же это знает. То есть это получается, Бог принимает решение где-то вообще в бесконечном уровне, вообще где-то очень далеко. И действительно, вот этот сигнал, который уже идет от Бога, он воспринимается людьми, и человек уже вправе его видоизменить, получается. То есть получается вот принятие решения, то есть бесконечное действие человека, ну, по аналогии с тем, как делает Бог, там, он может воспринять этот сигнал и довести уже сюда, не обязательно это только действие человека,
это может быть любой элемент реальности, и уже доводится в структуре видоизменен. То есть Бог знает, да, ситуацию вперед, но Он на принципах полной свободы воли дает возможность человеку или там любому объекту информации вывести либо в полное соответствие с тем, что Бог воспринял, либо люди могут видоизменить, да, например. Но ведь видоизменение все равно где-то у Бога есть в виде, например, там какого-то тоже действия, да, предшествующего или там более дальнего. А это уже структура личности человека. То есть получается, что Бог в структуру человека просто ввел не контроль, там, например, какой-то просто, или там не только там какое-то действие, но ввел именно уровень интеграции, где есть свобода принятия решений человеком и в общем-то, свобода взаимодействия с Богом. И получается, что по уровню, например, будущих событий само действие может строиться по достаточно простому принципу, да, уже вот в аналитике управления, что, во-первых, это может быть величина как бы не выявленная в виде даже целевых систем. Достаточно только определить структуру действия как такового. И когда вы начинаете видеть структуру действия как такового, то, как я сказал, это есть элемент мира самого, то умение привести ваше действие в структуру мира уже как бы логическим путем, это и есть цель. Таким образом, вот в сегодняшнем семинаре я как раз как бы со стороны показал, что вообще есть цель управления. Есть действие, и мы подошли к тому, что цель – это просто информация. То есть мы можем знать свои цели вперед, не анализируя их причинную систему, причинно-следственную систему. То есть в какой-то момент мы можем знать свою цель. Ну просто, например, если человек там прогностически развит, он может посмотреть и увидеть, какие у его будущие цели. Там, с одной стороны, ну, с точки зрения там, макроуправления понятно, он там занимается спасением всех. А с точки зрения логики возникает вариант взаимодействия там, с принципом свободы, да, воли и действия. Если человек видит все свои следующие цели, он там может просто их считать, посмотреть как информацию. Тогда получается, что именно пространством определения цели является действие. Все, что происходит вокруг цели, это есть определенная система действий. Но с точки зрения, например, свободы действия Бога, тогда, если вы так рассуждать, Бог же абсолютно свободен. Но когда он с точки зрения управления рассматривает, например, свои собственные цели, то он приходит к тому, что уже сделано. Ведь получается, с точки зрения логики, для Бога такой же, в общем-то, ну во многом так, по крайней мере, путь. Он идет по уже известной величине в своем восприятии. Так же, как и человек. И получается, что если вот ставить вопрос с точки зрения, такой возможности Бога, там, взять и преобразовать всю реальность там, как бы по-другому, да? Что-то там ввести, какой-то дополнительный компонент, улучшить и так далее. Сохранив, конечно, естественно, первичный статус. То есть Бог, который все воспроизводит, он не может чего-то там разрушать. Получается, что он может только там что-то видоизменить, там, например, да, восприятие. Но вот элемент видоизменения – это опять образование человека, умение человека освоить какую-то систему и как бы продолжить просто управление. И получается, что здесь вот элемент действия, то есть выделение цели, как некой такой, просто информативной, что ли, величины, он таким образом, в общем-то, здесь, получается, развивается, что вы начинаете видеть в этой системе управления, что, в принципе, цель – это очень регулируемая величина. То есть она не то, что там ниоткуда-то там берется, а, в общем-то, можно ее даже там увидеть, каким-то образом видоизменить там, и так далее, и так далее. Цель, которая как бы неизвестна пока, да, например. Как только вы приходите к этому процессу управления, то видно, что бесконечное будущее
определенным образом проявляется в виде конкретных целей. То есть первым элементом выявления информации как цели это есть взаимодействие с определенным уровнем бесконечного будущего. Выглядит на геометрии это как некий конус, и вершина взаимодействует с элементом цели. А конус, он там где-то чуть подальше, в управлении он бесконечен. То есть как бы флюктация бесконечности получается. И вот когда вы начинаете распознавать цели не просто там как цель, которую как бы умозрительно вы придумали, или вдруг она возникла там в будущих событиях, а именно как флюктация бесконечности, вы можете взять и на одной из флюктаций просто как бы поместить структуру сознания, рассмотреть дальнейшее развитие этой флюктации. Тогда получается, что вы видите структуру бесконечности элементом сознания, который там находится. А тогда получается такая логика, что если есть цель, значит есть бесконечное развитие. Раз возле цели существуют такие элементы как бы пространства, да? И сама цель является проявлением этой бесконечности фактически. И когда вы начинаете вот, видеть значит, ну, вот эту природу, что ли, структуру организации цели, то на нее можно влиять с точки зрения одновременного влияния там, на там, свое физическое тело, или там, можно влиять, там, например, там, с точки зрения лечения на физическое тело других людей, помогать им и так далее. То есть умение выявить цель как внешнюю систему по отношению к человеку, ну как бы не связано. С одной стороны, человек имеет цель, но с другой стороны, можно выявить эту цель как информацию. И как бы посмотреть, насколько он взаимодействует с этой целью, насколько она ему нужна, например, да, нет ли внешнего влияния на человека и так далее. И когда вы начинаете видеть эту конструкцию как бы в целом, не просто даже как действие такое динамическое, а может быть так, что есть понятие действия статики. То есть если есть статичный свет, он все время куда-то излучается, это тоже действие статики. И получается, если мы, например, это действие такое, ну, статичное, так скажем, начинаем выводить в структуру управления будущими событиями, то получается, что выявление цели, то есть действие цели, или действие, значит, такое, ну, куда действует ваша цель там, конкретная. Есть просто действие цели, а есть, например, конкретные там будущие события. То получается, что действие вашей цели это, ну, в общем-то, во многом как бы автономная даже величина в управлении. То есть можно за ней наблюдать, можно смотреть там возможные действия вашей цели управления и рассматривать некий такой специальный статус, ну, то есть в универсальном понимании, какое может быть действие цели. Там человек захотел ну, проехаться на машине, он, значит, ведет машину, вот его цель, да? А если вот задуматься в целом по мирозданию, каким образом связана вот эта вот его цель как бы со всеми системами именно во всем мироздании, то можно выявить совершенно детальные такие как бы нюансы, что на человека вообще влияет. Да? То есть вот от чего бы ему желательно было бы, например, там, избавиться, ну, в плане там, подкорректировать ситуацию. Речь не идет там, о воздействии на людей и так далее, а просто вот в целом управление. То есть ввести такое действие, которое бы ему помогло точно определить ситуацию в целом, так скажем, в управлении. И получается, что если мы, например, начинаем анализировать внешнее действие, ну, некую там аналитику абстрактного, некой такой диагностики действия и целевой момент, то мы можем связать, что в этих системах как бы проявлено как действие внешней системы. То есть как себя ведет эта внешняя система. Почему именно так, а не как бы по-другому, да? В чем корневые причины, там, например, там, внешнего воздействия какого-то, или там, внешнего управления. И вот когда вы начинаете входить в эту систему корневых причин, то в принципе это достаточно сильный уровень, в том числе коррекции ситуации.
То есть в каждом следующем действии вы выявляете, ну, фактически следующую корневую причину. И получается, что ваше действие, с одной стороны, организовывает, например, какой-то следующий вариант развития, а с другой стороны, вы видите, что происходит на каждом уровне действия. Вы видите, что на каждом уровне вы можете спокойно, например, совершать, ну, например, там, контрдействие, если вам что-то не нравится. И получается, что вот именно динамическая система, она очень существенно в плане вот даже защиты, там, управления, что внешняя сторона, она воспринимает, если ваше даже какое-то действие пытается сопротивляться, то все равно это до определенного предела. То есть все равно ваш статус управления выдерживается. То есть вы можете совершать управление, ну, то, которое вам нужно, достаточно только лишь всю внешнюю там, как бы, проекцию действия, некого отрицательного, вывести на структуру вашего действия, ну, которое вот опять может быть неопределенно, по цели даже, просто действие. Действие как таковое. И, кстати, наибольшая вот именно, ну, что ли, структура управления связана с тем, что в будущем мы имеем, например, хороший уровень управления, ну, то есть устойчивый, если ваше действие не обозначено. Тогда внешняя сторона, как бы, которая противодействует, например, попадает в структуру необозначенных действий, попадает в структуру бесконечной фазы, ну, как бы, перевода негативных событий каких-то туда, где они уже для вас, ну, как, практически не представляют проблем, потому что там можно перейти в структуру прошлого и как бы механически вывести структуру сопротивления в прошлое. То есть это вас не задевает, ваши интересы. То есть определенный уровень системный входа в будущее – это перевод проблем в прошлое, получается. И там надо найти в прошлом именно такую же неопределенную величину действий. Если вы там в прошлом берете действие, которое означает конкретную цель, там фиксированная система действий, тогда это не может являться опорной точкой для переводов. Вы можете перевести в прошлое только на действие, но не на события, как бы, вот, как информацию. Событие, которое проявлено в виде каких-то описательных моментов, это уже не может являться структурой устойчивости, получается, развития будущего. То есть все прошлые системы развития, если их преобразовать в систему универсальную, как бы многокомпонентную, то тогда, соответственно, наиболее быстро идет развитие будущего. Даже логически это ясно, что если прошлое состоит из более универсальных модулей, как бы, систем, значит будущее больше, ну, быстрее развивается. То есть в прошлом больше знаний получается из-за универсальности действий. И таким образом, если мы рассматриваем структуру развития вот именно как структуру взаимодействия там, прошлого, например, с точки зрения действия будущего, то есть элемент такой, что в действии как раз-таки происходит интеграция часто прошлого и будущего времени. Потому что здесь мы видим совершенно четко, что чем выше, как бы, скорость действия, тем, естественно, плотнее идет сжатие событий. То есть, если там секунду назад рассмотреть какое-то событие и там миллион лет вперед, то получается, что то, что миллион лет вперед, ну, превалирует, и получается, как бы, мы больше имеем действие будущего, нежели секунда там прошлого времени. Но по сути ведь мы же берем прошлое время как опорную точку. То есть секунда может в себя, получается, вместить по опорной системе там миллион лет, например, там, или какое, ну, в общем-то, любое количество. Потому что это уже фиксированная величина. И получается, что отсюда вот преобразование действия там, такого типа, что мы любое макродействие можем вывести в структуру какую-то конечную, там, например, там, секундной величины, взять элемент из прошлого, приводит к тому, что при аналитике, внутренней аналитике действия, как, например, действует там, душа, дух человека, есть точка интеграции, например, там, физическое тело человека, где действие обусловлено уже обратной системой, то есть физическое тело это уже
и действия в отношении и души, и духа, и сознания, то здесь вот именно умение перевести, преобразовать макродействие там в микросистему, или наоборот микросистему в макродействие, позволяет ставить любые цели, их решать, потому что в таком перечне управления, как бы там единичный импульс, бесконечная система импульсов, всегда можно ввести ответ. То есть можно просто действием ввести ответ, но в принципе не обязательно его даже формулировать. И вы получаете управление, которое вам нужно, но вы на это как бы практически не тратите ресурсов. Вам достаточно только выработать действие, рассмотреть действие. Вот вы увидели, обнаружили, рассмотрели, зафиксировали, поняли, что это называется действием в этом мире. И вы получили решение, результат. Причем результат может быть, в этом случае, кстати, он видно сразу, что он абсолютно устойчивый может быть, с первого даже элемента управления. Поэтому в этой системе управления старайтесь выработать то действие, которое приводит к результату сразу. То есть фактически опознавайте действие. За счет опознания действия вы уже имеете целевое управление. Причем сразу же выражено в системе вечного развития. Локальное действие имеет структуру вечного развития. Таким образом, старайтесь практиковать по возможности даже для очень отдаленных событий. И вы увидите, что устойчивость отдаленных событий тоже можно обеспечить вот этим управлением через преобразование действий. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.